Больше всего мне, конечно, не хватало квашеной капусты. Не очищаем от грязи, потому что за эту грязь мы заплатили немного денег. Если вы видите на моих руках резинку для волос, не подсматривайте, сколько длится ролик. На самом деле это очень просто, правда, есть один секрет. Смертельный номер только что был. И кочерышка у нас тоже уйдет в мусор и должна быть учтена. Вчера мы купили эту соль за 14 рублей 90 копеек. Было достаточно сока. Ну, правда, это произойдет в любом случае сейчас. Тут все стерильно. Тут еще моя бабушка обрабатывала уксусом. Люблю цифру 23. Давайте попробуем ее поймать. Здравствуйте, добрые люди. Приветствую вас на бомжатской кухне. Я ведущий. Меня зовут Артем, и я 86-го года выпуска. Это 4-й день 31-дневного проекта, цель которого показать хороший рацион питания на месяц и уложиться в 15 тысяч рублей. А также посчитать деньги, время и БЖУ каждого приема пищи. Приятного просмотра. Желаю вам. Сегодня мы будем квасить с вами капусту. Давайте приступим к этому делу. Что нам понадобится для квашения капусты? Нам потребуется сама капуста, морковь, соль и 3-литровая банка. Также мы добавим туда немножечко чеснока и закваски. Хотя и без закваски все получится очень хорошо, но закваска, мне кажется, что она немножечко бустит пользу от квашеной капусты. Там появляются немножечко другие лактобактерии, которые есть непосредственно в этой закваске. Давайте приступим. Нам потребуется капуста. Это основной овощ, основное дерево, самое ценное дерево из всех овощей. Будем квасить его. Так, нам потребуется капуста. Давайте засекем, сколько у нас времени уйдет на квашение. Поставим таймер. Нам потребуется капуста, морковка и чеснок, да? Чеснок. Вот из этих 3 овощей, благодаря этим 3 овощам, мы сможем получать огромнейшую пользу для нашего организма на протяжении всего месяца. Так как мы хотим узнать стоимость каждой порции еды, каждого приема пищи, поэтому мы все взвешиваем. Нам необходимо будет взвесить овощи с кожурой, а потом без кожуры. И после мы вместе с вами можем посмотреть, сколько стоит овощ уже не цена за килограмм, который нам продали в магазине, а непосредственно цена чистого овоща за килограмм. Естественно, она будет немного выше, чем овоща с кожурой. Давайте вначале взвесим чистый вес общий вес каждого овоща. Для этого нам понадобятся весы. Весы в граммах. Все есть. Так, у нас вес капусты белокочанной у нас общий 3 килограмма 456 грамм. Записали. Так, взвесим чеснок. Так, 33,9, 34 грамма. Так, мы, наверное, чеснок взвесим не всю головку, потому что мы ее всю почистить не сможем, и тогда у нас не получится правильных цифр. Мы взвесим ровно столько головок, сколько мы будем использовать при квашении. Мы будем использовать 3 зубчика чеснока и взвесим 3 зубчика. И эти цифры запишем. Так, получается чеснок, общий вес 10 грамм. Ненужный нам чеснок мы сразу убираем в холодильник, чтобы он не мешался. Так, и морковь еще, да? Давайте взвесим морковь. А мы ее специально не моем, не очищаем от грязи, потому что за эту грязь мы заплатили немного денег. Давайте взвесим, сколько у нас получается. Получается вес моркови 430 грамм. Соответственно, мы можем не взвешивать очистки, да, каждого овоща. У нас есть вес общий и будет вес чистый. Соответственно, очистки, массу очисток мы сможем посчитать. Запишем, сколько весит морковь. Морковь весит 430 грамм, общий вес. Давайте почистим морковку, чеснок и все овощи. Моркови нам надо будет порядка 150 грамм. Мы почистим морковку целиком, может быть, нам она потребуется в ближайшие дни. Или просто съедим ее в салатик, сделаем какой-нибудь легкий салат овощной, деревянный из очищенной моркови. Так, морковку мы почистили. Давайте почистим чеснок. Так, чеснок мы тоже почистили. Возьмем тарелочку, в которой будет у нас лежать, ожидать своего часа. Чесночок и чистая морковь. Для этого нам нужно немножечко навести порядок.
Порядок в голове, порядок на кухне, порядок на рабочем столе ведет к порядку в жизни, отношениях и финансах. Сполоснем чесночок, пусть у нас ждет, как бы это он нам понадобится в самом конце. И морковка тоже нам в целом понадобится в самом конце. Пусть эти овощи ждут своего часа. Теперь приступим к виновнику того, что мы здесь собрались. Если вы видите на моих руках резинку для волос, это значит, что я очень хочу приготовить квашеную капусту. Это значит, что она у меня дома закончилась, и ее пора готовить. И эта резинка у меня уже на руках висит. Давайте приступим к разделке капусты. Ну, мы, естественно, снимем несколько верхних листов. Они просто грязные, нам не нравятся. Кстати, вчера эту капусту мы взяли в магазине «Народный». Вы можете посмотреть, как это было. Позже мы были в ленте. И оказалось, что в ленте за те же деньги, на рубль дороже, правда, была капуста более красивая. Ну, мы этого не знали, поэтому мы взяли там, где нам понравилась цена. Ну и в целом капуста тоже приемлемая, если снять несколько листиков. Для квашения нам нужно, чтобы все листики были чистые. Снимаем, не скупимся, раздеваем капусточку. Так, вот это, пожалуй, мы тоже, так и быть, отчекрыжим. Нам в банку нужно порядка 2-3 килограмм. Так, вот что нам тут не нравится. Вот это нам не нравится здесь. Уберем. Вот здесь какие-то уберем. Так, смотрим, да? Чистенькая капуста. Просто для квашения, если бы ее надо было тушить, то в целом можно было прям с вот этими штучками черными, оно бы там все переготовилось. А когда квасите, там очень важна стерильность. Поэтому мы к этому делу нужно подходить максимально с чистыми руками и с обваренной кипятком посудой, ножами и всем прочим. Для того, чтобы соблюсти это, кажется, простое правило, нужно всего лишь навсего обварить нож, обычный нож для капусты, кастрюлю и банку, как бы, да, ну, все инструменты, которыми мы будем пользоваться для квашения, их нужно обварить кипятком. Для этого поставим чайник, пусть он пока вскипит, а мы продолжим. Так, листики мы все уберем, это нам больше не надо. Вита, будешь листик? Иди сюда. Когда ей не хватает витаминов, она бывает любит капусту. Но не сегодня. Просто выкинем все очистки. Еще раз повторюсь, у нас есть чистый вес. Мы сейчас должны взвесить чистый вес наших почищенных овощей. Очистки же мы высчитаем просто одно сложим, вычтем из другого, и у нас получится очистки. Эти цифры нам понадобятся, когда мы будем выводить стоимость килограмма чистой еды. Он нам понадобится для высчитывания как калорийности, ну нет, не калорийности, а именно стоимости каждого приема пищи. Так, на сейчас прошло 8 минут 15 секунд. То есть уже 8 минут мы с вами квасим капусту. Можете не подсматривать, сколько длится ролик, и сделать свои, ну, как я не знаю, предположения, за сколько мы управимся. Однажды так получилось, что я сломал фалангу левой руки, пальца, да, а резинка для волос уже была на руках. И пришлось одной рукой, ну и немножечко вот так вот пальцами, как бы вот как-то вот так, квасить капусту. И скажу вам, что получилось, и получилось достаточно быстро. Это звучит, как будто бы это очень тяжело, как бы. На самом деле это очень просто, правда, есть один секрет. И секрет этот вот в таком ноже. То есть, если у вас есть специальный нож для квашения капусты, он из себя представляет, грубо говоря, 2 лезвия, которые приделаны к рукояти, да? То есть, вот с таким ножом вы порубите капусту очень быстро, и у вас уйдет минимальное количество времени, до часа, да, если человек будет квасить первый раз. Такая штука стоит там 500 рублей, наверное, может чуть дешевле. То есть у вас уйдет до часа, а пользу вам эта квашеная капуста. Вы каждый день будете ее есть, и она каждый день это пребиотики, которые там, ну, лактобактерии, которые там сами образуются. Плюс если вы еще добавите сверху другого штамма лактобактерий, то будет несравненная польза для вашего организма. Поэтому всем рекомендую приобретать вот такие вот штуки, как бы они бывают как дешевые, так и не очень дешевые. Берите любой, найдите тот, который вам нравится. В целом это можно, мне кажется, сделать, вот если у вас есть такой нож, любым, как бы, вы очень ускорите процесс. Так, чайник у нас закипает, нам нужно обварить кипятком все вот эти вещи. Взвесим чистый вес наших овощей. Капуста
2 935. Мы как раз вышли на тот вес, который нам нужен. Правда, возьмем чистый вес в кружочек, потому что у нас останется еще кочерышка. И кочерышка у нас тоже уйдет в мусор и должна быть учтена при высчете стоимости каждой порции капусты, которую мы будем употреблять, будь то завтрак, обед или ужин. Поэтому возьмем чистый вес в кружочке, потому что имеем в виду, что тут еще будет кочерышка, которую надо будет отнять. Чесночок давайте посмотрим, сколько у нас вышел чесночок. Вес чистого чеснока у нас получился 9 грамм. 1 грамм получился очисток мусора. Так, и теперь давайте взвесим морковь. Морковь у нас чистая 330 грамм, соответственно 100 грамм очисток. Правда, из этих 330 грамм нам нужно будет максимум 150 для квашеной капусты. Мы используем меньшую половину этой моркови. Так, продолжим, да? Что нам еще понадобится? Нам нужно будет сейчас обварить кипятком наш инструмент, плюс все это будет кваситься в банке, в обычной 3-литровой стеклянной банке. Она лежит у меня не очень близко, поэтому сейчас я пройду и возьму ее. Я взял 3-литровую банку, в ней мы заквасим капусту. Чайник вскипел, давайте дадим кипятком наш инструмент. Начнем, естественно, мы с ножей. Нож один, нож для капусты. Так, кипяток крутой. Вот эта штучка, эта штука от мясорубки. Когда-то я активно пользовался мясорубкой. Потом мы посчитали время и поняли, что проще покупать готовый фарш. Он, конечно, немного теряет в качестве по сравнению с тем, который ты крутишь сам. Но, правда, вы сильно выигрываете во времени. Так, чеснокодавка. Нам потребуется немножко чесночка. Так, теперь окручу по стенкам. По стенкам, так, чтобы это понемножку кипяточка. Смертельный номер только что был. Так, окатили немножко. И у нас как раз осталось чуть-чуть кипятка на банку. Так, кастрюля у нас условно ошпарена. Баночку сполоснули от пыли. Теперь окатим кипятком. Так, все, банка наша тоже готова. Чтобы нам, наверное, было удобно считать общий объем, общую массу продуктов, которые получатся в банке, давайте затарим сейчас, взвесим массу банки. Она, получается, весит 854 грамма. И запишем эту цифру, потому что мы к ней еще вернемся, когда будем считать стоимость и вес полученной квашеной капусты. Так, 854, 871. Давайте переместим место. Так, мы уже 15 минут с вами квасим капусту. Переместим, получается 872. 871 оставим первую цифру. Так, банку мы пока убираем в сторону. Весы мы пока тоже убираем. Так, давайте теперь к капусте. Что мы с ней будем делать? Мы разрежем ее напополам. И вначале, так как кастрюля не вмещает в себя 3 литра, мы вначале полкочана смешаем с солью, и морковкой, положим в банку. Потом еще полкочана смешаем, также через кастрюлю переложим в банку. Разрежем капусту пополам. Так, одну половинку уберем. Ну и давайте, не откладывая в долгий ящик, пошинкуем капусту. Если я не ошибаюсь, так что мне вот тут не нравится где-то черненькая. Смотрите, действительно тут между листами немного черное. Надо будет остановиться, когда мы здесь подойдем к этому делу. Какая-то инфекция, которая вот есть в капусте, она может повлиять на закваску и испортить блюдо. Поэтому очень внимательно к этому относитесь. Если какие-то каверны, их надо вырезать, чистить. Правда, мы будем добавлять бактерии, лактобактерии, БАТ, который, возможно, окажется сильнее вот этой вот черненькой штучки, которая здесь же поселилась между листиками. Время покажет. Давайте пошинкуем капусту. Так, то есть она вот для удобства должна стоять на кочерышке, тогда ее гораздо удобнее шинковать. То есть вы просто немножечко подправляете кочерышку туда или сюда. Так, пару листиков. Помните, мы отрезали пару листиков, и пару листиков сверху они оказались хорошие, а у ножки, у кочерышки мы их порезали, поэтому сейчас они отлетели.
И вот мы так подворачиваем потихонечку нашу капусту. Так, давайте остановимся, потому что это оказалась большая половина капусты. Переложим это все в кастрюлю. Переложим это все в кастрюлю. И, ну, естественно, как происходит процесс квашения? То есть это процесс соления капусты получается. То есть квашение и соление можно ставить знак равно, потому что она будет кваситься с солью в собственном соку. Получается, что нам нужна для этого соль. И для того, чтобы посолить это все, лучше посолить это сразу с морковкой. Давайте возьмем кусочек морковки, сразу взвесим, сколько мы взяли. Нам на банку капусты потребуется, ну, грамм 150, да, можно меньше морковки. Мы возьмем, ну, вот совсем чуть-чуть, как бы меньший кусочек. И давайте взвесим его массу. Получается, мы возьмем 120 грамм моркови. Запишем это. Ну и половинку мы покрошим в эту половину капусты. Так, ну вот буквально, да, видите, как бы совсем немножко. То есть она дает сахар, цвет. Для соления, квашения капусты необходима соль. Это обычная соль. Вчера мы купили эту соль, ну не эту, а вот ту, которая стоит. Вчера мы купили эту соль за 14 рублей 90 копеек в магазине Народный. Мы испытали массу непозитивных эмоций. Это было своеобразное экспириенс. Но ради математики, для цифр, чтобы показать это вам, мы туда съездили и сделали одну из первых закупок для нашего проекта. И для капусты нужно, ну, 2-3 ложки соли. Мне проще как бы взять большую ложку столовой соли и, грубо говоря, 2 ложки с горкой насыпать сюда. То есть вот одна, может быть, чуть-чуть побольше. Грубо говоря, 1 ложка с горкой большая. Мы сейчас это все перемешаем. И потом сделаем точно так же со второй половиной. То есть нам сейчас нужно это все немножко перемешать. Давайте, я обычно так не делаю, но так как у нас проект, и я уже говорил, что тут очень важно не внести никаких посторонних бактерий, лактобактерий, каких-то посторонних организмов, используем перчатки. Они в целом для этого и используются. Сейчас я, правда, буду делать это первый раз. Так, здесь что-то. Просто нам будет удобнее жамкать, как бы, и класть это все. То есть мы можем тогда не использовать ложку, а просто вот. То есть в целом вы можете это делать руками, просто исключительно для видео, чтобы это было, ну, приятнее смотреть. Мне пришлось надеть перчатки, я обычно этого не делаю. Просто хорошо моешь руки, я их кипятком, конечно, не обвариваю, просто хорошо мою, вытираю насухо. И этого достаточно, чтобы капуста получилась. То есть мы ее немножечко вот, да, как бы прижимаем, ничего страшного, как бы. Кто-то говорит, что ее не надо жамкать, я наоборот ее жму немножко. Да, и вот видите, как бы она уже начинает, уже вот влажненькая, мокренькая, она уже смешалась с солью и начинает давать сок. Это отлично, мы этого и добиваемся. Обычно я даю вот этой вот когда вот так вот перемешал, обычно я даю этой смеси постоять 5 минут, чтобы она пустила сок сильнее. Правда, мы считаем время. И на сейчас уже прошло 22 минуты, как бы с того момента, как мы начали квасить капусту. В этот раз мы так делать не будем, потому что мы считаем время. Давайте сразу, вот при вас, вы все видите. Я положил капусту, перемешал. Зачем-то снял перчатки, одену снова. Мы сразу же, не ждя, пока она даст больше сока, сразу утрамбуем это все дело в банку. Вот я одел перчатки. Давайте переложим нашу капусту в банку. Для этого нам понадобится ложка и баночка. Сливаем остатки кипятка. И просто вот так вот, наклонив банку, складываем туда капусту по чуть-чуть. Тут где-то ориентировочно, ну, сколько у нас, 3 килограмма, грубо говоря, чуть меньше получился качан уже почищенной капусты. С кочерышкой, правда. Соответственно, ну, здесь где-то, я думаю, 1,5 килограмма, наверное, капусты. Сейчас мы ее положим и несколько раз утрамбуем. Потому что нам важно, чтобы вся капуста, каждый вот кусочек капусты был в соку и квасился. Иначе ничего не получится. Бывает так, что не получается утрамбовать ее достаточно. Можно попробовать. То есть, если у вас не получается, нет трамбовки, либо не получается утрамбовать, попробуйте долить туда немножко кипяченой холодной воды. Это не всегда дает стабильный результат по вкусу. Но, тем не менее, это поможет вам, если вам не хватает естественного сока. Сделать так, чтобы она заквасила. Просто трамбуем капусту максимально сильно.
Продолжаем укладку капусты в банку. Сегодня у нас с вами много дел. Мы вчера ездили в Ленту и Народный, сделали крупную закупку продуктов, потратили менее 5000 рублей. Вы можете посмотреть ролик, сколько денег мы потратили и что купили подробней. И сегодня нам нужно разделать то, что мы привезли. То есть заквасить капусту, отправить в маринад курицу, а также разделать мясо на куски, которые нам будет удобно готовить. Поэтому у нас сегодня с вами много дел. Нужно все приготовить и посмотреть. Трамбуем прям так вот. Уже трамбовать становится удобней, потому что толокушка достает до капусты. Если видите, сока еще недостаточно. Если бы она постояла немножко, 5 минут, мы бы не торопились. Здесь бы уже было достаточно сока. Ну, правда, это произойдет в любом случае сейчас, уже в банке. Давайте будем наблюдать за этим. Так, последняя ложка. Остатки сладкие. Временно убираем это. И кастрюлю тоже. Так, продолжим. Так, на сейчас мы уже делаем капусту 25 минут. Время идет. Капуста режется. Кочерышку мы не выкидываем. Мы запишем ее к массе мусора, чтобы можно было все посчитать. Положу в мусорку, но мы помним, что она нам еще пригодится. Так, капусту, которую мы порезали, можно положить в кастрюльку. Можно, кстати, не разводить вот эту вот всю красоту, как это у меня часто получается, чтобы потом меньше было убирать. А можно просто делать все немножко аккуратней. Ну, правда, у меня это не всегда выходит. Так, кладем капусточку в кастрюльку. Так, вот, видите, какая-то вот между этими листиками что-то тут такое. Оп, тоже мусор посчитаем обязательно. Так, ну и продолжим. Вот, получается, у нас тоже остается только кочерышка. Вы видите, как быстро получается вот с этим вот специальным, так сказать, приспособлением для капусты с ней справляться. Это, очень просто. Главное немножко, конечно, наловчиться. Так вот, у нас осталось еще пару листиков. Давайте тоже их добавим в нашу баночку. Уже тут будет процесс медленнее, конечно. Давайте, чтобы они нам попадались, мы сделаем их крупными. И потом будем вспоминать о том, что мы сделали это специально, чтобы посмотреть, отличается ли по вкусу. Вот этот кусочек, будет ли отличаться по вкусу, просто разная форма. Думаю, что не очень. Надо делать покрупнее. Сделаем так в следующий раз. Это тоже кладем в кастрюльку. Так. Тут все стерильно. Тут еще моя бабушка обрабатывала уксусом. Еще 50 лет назад. Так, сюда нам нужно добавить морковки. Так, вы можете следить за таймером. И вы видите, да, сколько времени уходит, потому что мы немножечко видео обрабатываем, чтобы вам не смотреть прям все 29 минут. Но тем не менее, я вспомнил, что мы не взвесили соль в прошлый раз. Поэтому нам нужно будет взвесить соль. Как мы это сделаем? Давайте просто поставим кастрюлю на весы, оттарим ее и добавим соли. Столько же, сколько в прошлый раз. В прошлый раз мы добавили с вами вот одну, где-то вот такую ложку. И потом еще немножко. Много. Так, давайте сделаем вот 22. Люблю цифру 23. Давайте попробуем ее поймать. Вот, 23 грамма. 23 грамма. Ну ладно, то, что в ложке, что же, тоже добавим сюда немножко. Итого у нас получилось 27 грамм. Рекомендуется добавлять 3 столовых ложки без горки. В столовой ложке примерно где-то 18 грамм соли. Ну, по-разному взвесьте. Вы можете использовать крупную соль. Лучше использовать обычную пищевую соль. Проще всего ее считать, потому что у нее комочки небольшие. Так, теперь нам нужно это перемешать, чтобы это все дало сок. Мы уже в перчатках. Поэтому нам достаточно просто и легко будет это сделать. Так, вот уже подходит время чесночка. Мы скоро добавим чеснок немножко в квашеную капусту. Чеснок добавляет
такого резкого очень запаха квашеной капусте, но поверьте, это того стоит. Это очень сильно отображается на вкусовых качествах. Я думаю, вам понравится этот рецепт. Ждать мы не будем, так как мы пытаемся выиграть время. Соответственно, сразу перекладываем все в баночку. Я обычно жду. Сейчас мы с вами так делаем первый раз. Посмотрим, удастся ли капусте дать сок. И получится ли задуманное нами. Так, возможно, в банку помещается не 3 килограмма, а 2,5. И полкилограмма, возможно, у нас останется. Если останется, тогда мы с вами не будем долго думать и просто потушим эту капусту. Она уже порезана, там уже есть морковка. Просто обтушим ее, ну, как гарнир, допустим, к одному из сегодняшних блюд. Запрессуем это дело и посмотрим по объему. И, возможно, уже будем добавлять чеснок. Вот смотрите, да? Вот я вот сейчас прожимаю, и вот она немножко постояла. И вот уже, вот смотрите, да? Видите, уже пошел сок. Тут есть уже сочок. Это хорошо. Значит, все идет по плану. Значит, квашеная капуста, скорее всего, получится. Нужно ее трамбовать до того момента, пока она не погрузится в собственный сок. Это такой, ну, достаточно, ну, тяжелое, как бы нужно стараться, да. У мужчин это получается проще, особенно тех, кто весит побольше. Но в целом, я думаю, с этим справится кто угодно. Любой человек, который очень захочет заквасить себе капусту, он справится и с этой задачей. Вот когда у вас капусты в банке 2/3 или чуть больше, время добавить чеснок. Мы просто берем чеснокодавку, 3 зубчика чеснока на 3-литровую банку, кладем это все внутрь и выжимаем. Желательно, чтобы это, ну, можно распределить это по всей поверхности. В целом это не обязательно. Достаточно просто положить это в банку. Но, правда, предварительно раздавив. Во-первых, это защитит капусту от некоторых вредных микроорганизмов. Во-вторых, добавит ей очень специфический, редкий, приятный запах, который нам очень нравится в квашеных продуктах. Продолжим наполнение банки. По кухне уже разнесся аромат чеснока. Уже хочется, чтобы скорее прошло 3 дня, и мы сняли первую пробу, а вы, благодаря магии монтажа, можете уже сейчас посмотреть, как мы пробуем эту капусту, которую мы сейчас с вами готовим. Это уже другая история, и у вас есть возможность посмотреть это прямо сейчас. Прошло 34 минуты. 34 минуты, как мы начали этот процесс, как мы достали морковку, чеснок и капусту из холодильника. Так, процесс близится к завершению. Вот последние 4 дня вы видели, как я готовлю салаты. Не было продуктов в магазине, и салаты были приготовлены из 3-4 максимум овощей. Сейчас мы съездили в магазин, разнообразие деревьев в холодильнике увеличилось. Больше всего мне, конечно, не хватало квашеной капусты. Придется подождать еще 3 дня, пока она заквасится, но это того стоит. Это огромная польза, особенно в зимний период для нашего организма. Поверьте, он будет вам очень благодарен. Вы себе будете очень сильно благодарны. Это такой небольшой акт заботы о себе, квашение капусты. Конечно, квашеная капуста в магазинах тоже имеет место быть. Правда, квасится она там не всегда в собственном соку. И для сохранения ее используются разные моменты. Порой даже уксус. Вот. В квашеную капусту, конечно, уксус не добавляется. Я к чему? К тому, что квашеную капусту лучше квасить самому. Вы там тогда точно знаете, из чего она сделана. И это занимает не очень долго времени. Да, час-то много, конечно, это приличное количество времени. Но учитывая, что мы будем есть это каждый день, и нам хватит на месяц понемножку каждый день получать пребиотики, в зимнее время для организма это, ну, час для своего здоровья, как будто бы это того стоит. И это действительно так. Смотрите, у нас осталось совсем чуть-чуть капусты и совсем чуть-чуть места. Мои друзья знают, как связана квашеная капуста с резинкой для волос. Вы сейчас тоже узнаете. Все очень просто. Когда капуста квасится, ее необходимо сделать чем-то герметичным. Можно сделать воздухоотвод. В целом можно этого не делать, потому что вы все равно 2 раза в сутки будете ее открывать, прокалывать. А чтобы туда не попало, ничто не попало извне, я обычно прикрываю это резинкой для волос. Так, сполоснем баночку, чтобы она была чистой.
Смотрите, вот сейчас, да, соку достаточно в целом, но верхние слои мне не удалось промять, потому что мы положили с вами капусту, ну сразу, не дали немножко поставить в кастрюле. Поэтому сейчас она немножко 5 минут еще сама постоит, я еще раз давану и уберу ее в темное место до завтра, как бы завтра утром я ее только проткну. Вот, я подсниму это специально, покажу вам, как это будет. Это будет там 3-4 раза нужно будет ее проткнуть. 3 суток она будет кваситься. Давайте уберем рабочую поверхность и взвесим получившийся продукт. У нас тут немножечко осталось капусточки, которая разлетелась по всей рабочей поверхности. Вы помните, да, что главное наше правило – это математика. То есть мы должны с вами уложиться в 15 рублей. Так как рабочая поверхность чистая, и капуста чистая, и она уже даже соленая, то есть не надо добавлять соли, то просто эта капуста пойдет ко мне в салат. Так, вот немножко салатика, еще добавлю сюда чуть-чуть томата, может быть немножко зеленушки, и получится очень хороший салат с классным овощем. Быстренько уберем, перед тем как взвешивать массу получившейся квашеной капусты, уберем в раковине. Это достаточно быстро. Помним, да, еще, что у нас, помимо того, что взвесить банку, мы хотели взвесить с вами мусор капусты, а именно кочерышки и те каверны, которые мы в ней вырезали. Вот у нас здесь, покопаемся немножко в нашей мусорке. Так, кочерышка 1, кочерышка 2, каверна 3, и вот еще несколько каверн у нас, да. Ну вот вообще в целом, это же все капуста, да? Все капуста. Все мы сюда и положим. Так, получается 161 грамм мусора мы должны добавить к тому, что мы уже высчитали. А мы еще не высчитали. Просто сделаем вот сюда сноску, что плюс 161 грамм мусора. Так, теперь давайте избавимся от этого окончательно. И взвесим, сколько же получилось у нас, сколько у нас готового продукта, то есть капусты, соли и моркови получилось в банке. Да, для этого, для чистоты эксперимента, мы помните, да, взвешивали пустую банку, снимем как бы вот эти вещи, уберем, оттарим еще раз весы. Так, 0. Ставим на весы. И у нас получается общий вес 3726, а вес банки 871. То есть в мусор 871. Так и запишем. Все, накрываем это все и убираем в темное место на 3 суток. Нам периодически нужно будет это проткнуть. С квашеной капустой мы закончили. Пожалуйста, переходите на ролики, ставьте лайки, гладьте собак, кошек, творите добрые дела для себя, готовьте себе и своим близким. Это была Бомжатская кухня. Желаю вам всего самого хорошего.